Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Мы в прямом эфире. Пламен Пасков, новогодний, как сказать, празднующий, еще и сочельник Рождества сегодня. Пламен, приветствую вас. Приветствую вас и всех нормальных ребят, и всем жаждущим людям не только продолжение нашего с вами общения, но и с прошедшими, с наступающими, с наступившими сегодня православными, в том числе, праздниками. Знаете, сегодня у нас это Иорданов день, это день, когда, Иорданов день, да, когда мы достаем крестя из ледяных вод. Сегодня у нас ныряют, ровно так же, как это по какому-то, наверное, другому старому календарю Иван Купала, то, что называется. Поэтому у нас сегодня вот это вводите, у нас сегодня такой праздник, а завтра Иванов день, что называется. Поэтому, ребята, надо как-то синхронизировать наши календари и понять, наконец-то, что мы единый народ, разделенный единственный только политически. И именно поэтому, когда Сергей стреляет, Сергей, Александров Александр, Алексеев Алексеев, Вадим Вадима, Владимир Владимира, это свинство, зверство, античеловеческое действие, которого нужно прекращать любыми путями. Посыпать голову пеплом, помянем, и больше, чтобы никогда ничего подобного не было. Это мое предложение на 2000. Самое главное пожелание, конечно, это все желают мира в этот Новый год, но Новый год, конечно, миром ой не пахнет, ой не пахнет. Друзья, всем большое спасибо, что уже поставили лайк. Если смотрите в записи, то не забудьте это сделать. Также всех вас со всеми новогодними праздниками. В общем, крещение сейчас по календарю новоделу в Украине, да, тот, который перенесли, да. Все-таки, большинство людей, которые праздновали и относятся к православной церкви канонической Украины сегодня, именно канун Рождества. И вы знаете, такой самый светлый, самый главный праздник. Очень хочется, чтобы все его, хотя бы где-то миром в душе отметили. А в мире, миром не пахнет. Ой, тяжелейшее заявление. Прям такие удары просто лупит, собственно, Америка по миропорядку. Вчера был, собственно, заседание Совбеза ООН. Сегодня уже посыпалась, да, аналитика, заявления, перспективы, планы. Обо всем об этом поговорим. Вопросы на протяжении нашего эфира для финальной части оставляйте в сообществе YouTube, в анонсе. Также всех приглашаю в закрытый клуб зрителей Шелеста в телеграм-канале. В общем, тоже там есть возможность оставить свои вопросы. Чаты трансляции, конечно. Чат трансляции, ваши вопросы прозвучат. Это вот на закуску. Начнем по традиции с опроса сегодняшнего эфира. Он звучит так. А кто следующий у Трампа после Венесуэлы? И варианты. Набросаем, как говорится. Гренландия, Колумбия, Иран или никто. Он еще обделается с этим своим решением и Мадуро отпустит. Вообще, конечно, это шок начала года, пленение Мадуро. И вот очень много новостей и заявлений ровно связано с этим процессом, который, в принципе, запустил Трамп, переворачивая полностью миропорядок. Говорит, западное полушарие наше. Погодите, а чё восточное? А что, так можно было? И что, действительно, собственно, мир поменялся в одночасье, вот именно с наступлением этого 2026 года? Кто следующий, Пламен? Как бы вы ответили на вопрос? Ой, на самом деле, я жалею о том, что, я знаю, есть технические ограничения не больше 4 ответов. Я бы здесь обязательно вспомнил и добавил бы, помимо перечисленных, и Канаду все-таки, и даже Мексика, как он пригрозился. Но все равно список достаточно такой плотный. Последний ответ мне больше всего понравился. Правда, я думаю, что, скорее всего, это будет Иран. По времени. Он пригрозил всех. Но я думаю, что раньше всего достанется Ирану с учетом вот этой там тяжелой политической дестабилизации, которую сейчас там устраивают. Не на пустом месте, но это уже традиционно. Это уже 3-й или 4-й раз, 18-й, 20-й и 22-й, и это уже 26-й год, когда декабрь напротив января, их там колбасят с разными мотивами разного масштаба, вернее, всегда тяжелого масштаба таких политических дестабилизаций, протестов, в которые уже протестующие не просто протестуют. Кстати, это разрешено законом. Рахбар Аятулла, он говорит, мы вообще-то с торговцами, с торгашами готовы говорить,
и мы понимаем их тяжелое положение, и мы готовы прислушаться к их пожеланиям. Мирные протестующие, торговцы, которые вышли протестовать, никто вам ничего не запрещает. А вот с зачинщиками, беспредельщиками, те, которые стреляют настоящими пулями в органах правопорядка и так далее, вот с ними уже сезон отстрела и охоты уже открыт. Поэтому уже скач там уже начинается. Почему я считаю, что Иран? Потому что 2 января Трамп вышел на Truth Social и сказал, если вы посмеете стрелять в протестующие, что называется, пеняйте на себя, мы к вам приедем. И уже 2-й, если не 3-й день, как они уже вынуждены стрелять, потому что в них стреляют. И пару дней назад было под 20 с чем-то уже трупов. Кстати, большинство из них было басич, то бишь это местные такие ополчения. И поскольку ультиматумы Трампа, можно к нему относиться как угодно, я не сильно хорошо к нему отношусь, но это лирика, это эмоции, это любовь и романтика, это не имеет отношений. А здесь по функциям надо как-то признать, что когда он говорит какие-то сроки, после этих сроков получается что-то нехорошее. Мадуро он давал сроки. Сроки, кстати, заканчивались примерно около католического Рождества, около 25 декабря. И единственная причина, почему они это сделали 3-го, это не для того, чтобы соблюдать традицию генерала Касым Сулеймани, Мануэла, Мануэл Нурега, который тоже 3 января, это 70 какой-то там год это было, а потому что погода была нелетная, не очень хорошая, и они просто дождались более такой подходящей для них погоды. Здесь, если он сказал, что после открытия стрельбы со стороны иранского правительства они туда будут вмешиваться, они готовят Израиль, я думаю, что будет продолжение 12-дневной войны. Нобелевский комитет уже отчитался, так что стараться не стоит. Вот стараться как раз стоит, потому что в этом году будут праймерис. А раз праймерис, надо как-то накачаться. Надо победоносные войнушки уже. Такие, которые быстро, ярко, и Трамп не миротворец, а победоносный. Трамп с победой – это уже другое. Другой капитал для... Смотрите, да, Пламен, мы сейчас обсудим, да, давайте так, чтобы пройтись, давайте тогда по вариантам. Вы считаете, что Иран раньше действительно он написал у себя в соцсети о том, что режим, да, надо свергнуть, они же это, конечно, а почему бы и не свергнуть, грубо говоря. Вообще, конечно, риторика такая дикая. Сегодня, это прям сенсация. Слушайте, там Миллер, он, во-первых, что делает Трамп? Да? Он говорит, значит, отвечать будет Хексет, Рубио, Миллер, в общем, за Венесуэлу. В общем, они такая команда, которая будет все контролировать. А если там чего вдруг, Политиков сегодня разразилась материалом большим, чего будут делать не так, в плане там исполняющей обязанности Родригес, которая уже вступила вчера в права руководителя Венесуэлы, президента, исполняющей обязанности президента Венесуэлы, то мы, в общем-то, готовы, почему не ввести войска? Можем и войска ввести, да, сегодня там с Лулой да Силва, соседом, будут созваниваться, да, вот искоса глядит на Колумбию. Смотрите, а почему не Колумбия? Петро так достаточно жестко его, собственно, осекает, и риторика практически как танец у Мадуро. Там же как, танцевал же Мадуро, типа копировал Трампа, вот сейчас они его украли, получается, да, а тут прям рубит правду матку, говорит, какой-то клан педофилов, непонятно кто, вторгается к нам, что это, мол, такое, будем до последнего с Венесуэлой, и судя по... Вот просто надо понимать, специфику немного знать. Вот почему там Венесуэла, Колумбия, это разные страны, но условно деньги на запрещенных веществах там делают транснационально. В Латинской Америке. Там кланы, которые, собственно, они там не имеют особой там границы, они, конечно, отличаются, но, в принципе, всегда заодно. И, судя по всему, если так послушать Мачадо, вы так Нобелевскую премию вспомнили, да? Мачадо, которая ее получила, и которая говорит, мы можем зайти, вот, мы оппозиция венесуэльская. Пошли вон, сказали в Госдепе, сказал Трамп.
пошли отсюда вон, ну вас с вашими там этими оппозиционерами, у нас тут есть исполняющая обязанность, она будет все выполнять, иначе война. Войны, понятно, никто не хочет, поэтому вы в стороне, вы за бортом. Ну и она начала, говорит, это Родригес, она там стоит за всеми кланами, она вот это все, чуть ли там не воплощение зла, начинает поливать ее уже, когда поняла, что ничего не обломится. Ну, это как бы такой антураж всего происходящего. Почему не Колумбия? Давайте пройдемся по вариантам ответов. Ну, Колумбия на самом деле тоже, скажем так, в очередь, потому что президент левак Густаво Петру, там их не устраивает именно руководство страны, а то, что производится и трансферируется и транзитируется этой страной, их полностью устраивает. Почему не Колумбия? Потому что Колумбия производит то, что продается в Голливуде, продается в каждом американском городе, продается хорошо. Эту схему придумали ЦРУшники. Вот это, скажем так, растительная культура растет только над определенным уровнем моря, который характерен только для 4 латиноамериканских стран. А это Колумбия, немножко Эквадор, немножко Перу и немножко Боливия. И нигде. Там есть требования к определенным видам почвы, которые тоже только там. И, соответственно, ни в Чили, ни в Бразилии, ни в Аргентине, тем более ни в Венесуэле это не растет. В любых других краях мира, как бы они пробовали это делать, это не растет. Все. Так что Колумбия – это экономически мощный инструмент так называемой компании, с кавычками, в скобках ЦРУ с расшифровкой. Соответственно, Колумбию трогать нельзя, потому что Колумбия – это бабки, черт возьми. Это приносит эти бабки. Что, мы сами себе будем поливать зажигательной смесью, будем себя… Ну, это самое, что ли? Не-не-не. А вот Венесуэла. Почему Венесуэла? Потому что, во-первых, есть 3 страны Мезоамерики и Латинской Америки, которые… не только как руководство, а модель этих стран – это практически социалистический. Это Никарагуа, Куба и Венесуэла. Но если ты отрубишь Венесуэлу, которая подает топливо, потому что у Кубы, естественно, нет никаких собственных скважин, но есть там, но это кот наплакал, то есть ни на что не хватает, то Куба, которая нуждается, которая получала 35 тысяч баррелей в сутки, что ли, что такие цифры мне в памяти остались, без этой венесуэльской нефти Куба загибается. Раньше Советский Союз поставлял, раньше другие социалистические страны, грубо говоря, это делали. Это не было помощью, это был обмен, клиринг. Куба тоже производила много чего, но без этого вообще у Кубы уже никто не остается. Никарагуа, понятно, чего, ее сейчас обсуждать не будем. И главная проблема у Венесуэлы. У Венесуэлы, по-моему, в вашей передаче мы немножко так просто отмечали, пару-тройку месяцев назад, последний квартал 2025 года, они юридически, не военные силы, а именно юридически захватили, вернее, аннексировали, вернее, в родную гавань присоединили район Эсикибу Гаяны. Район Эсикибу – это 60 с чем-то процентов территории Гаяны. Об этом можно целую передачу, которую сейчас мы не будем делать, но коротко напомню, что помимо всего традиционного добра типа золота, нефти и газа и минералов, и флора, фармацевтически важная флора, не просто туристически важная, именно фармацевтически. Байер там десятилетиями там промышляет, вытяжки делать и производит очень дорогущие такие препараты. Там 32 из 38 стратегических редкоземов, которые архи нужны, но всем высокотехнологическим странам. 32 из 38. И поскольку для Соединенных Штатов Америки, если захватишь Венесуэлу, ты получаешь район Эсикибу, а Китай контролирует более 80% этих редкоземов, у Соединенных Штатов Америки, честно говоря, список стран, откуда и как они могут что-то такое заполучить, не такой уж и большой. И Венесуэла одна из них. Именно поэтому США шли на откровенное пиратство, убивая вот этих людей в этих лодках и ничего не предъявляя, и откровенное пиратство, захват танкеров, каперство, которое мы с вами уже обсуждали, для того, чтобы прекратить вывоз нефти из Венесуэлы. Потому что если каждый танкер будут они захватывать, ни Китай не сможет это продать, ни Россия, ни Турция, ни другие операторы, которые там этим занимались. Соответственно, раз ты не отгружаешь танкерами свою нефть,
все, хранилища полностью забиты, нефтедобыча прекращается, потому что некуда это класть. Тем более, еще раз напоминаю, там нефть очень вязкая, очень тягучая, она как мед, она буквально не течет в этих трубах. То есть Венесуэла представляет огромной ценностью, которая кажется достаточно слабой для того, чтобы и начинать Новый год на традиционное число 3 января победоносной войнушкой, причем, опять же, в этой же каденции Трампа. Список причин, почему Венесуэла и почему все остальные после Венесуэлы, это потому, что брав и уничтожив и нейтрализовав Венесуэлу, ты нейтрализуешь как минимум или ослабляешь достаточно сильно, как минимум, еще пару-тройку из этих стран, которые у тебя тоже в списке. И хороший пример для всех остальных, в том числе и для Колумбии, о которой мы говорили. Да, мы сейчас вернемся к Венесуэле, потому что там есть ряд очень таких интересных и интригующих подробностей ну, по поводу того, кто судит Мадуро, как это все выглядело вчера, и вообще, что там в самой Венесуэле происходит, как дети там, сын, папа, мы там, страна в надежных руках. То есть четвертый вариант сейчас обсудим, но мне интересует вариант с Гренландией. Значит, жена вот этого Миллера, который в группе по Венесуэле, опубликовала скандал, прям подняла. Вот она взяла и карту опубликовала, где Гренландия, которая раскрашена в американский флаг, в цвета американского флага. А позже прокомментировал, говорит, ребята, а что вы хотите? Да? Ну, то есть это было изначально, как Трамп шел, это мага, то есть колядки мага, все хорошо, то есть Гренландия наша. Трамп заявлял, что там куча российских, китайских кораблей. В общем, мы же в НАТО, мы же должны всех защитить. А как мы можем всех защитить, раз вот там такая дыра? Вот мы там будем непосредственно. И опять понеслась вот эта дискуссия, заявление там от премьер-министра Дании, что, мол, нет, там, Гренландия, вот мы все-таки давайте консенсусом. Пресса пишет о некой сделке. Ну, мол, что-то предложат, короче, купят американцы Гренландию, никто захватывать военным путем не будет, ну, там-то и горстка жителей, но очень и очень серьезный подкоп и удар по самой Гренландии. Однако, выходит муж вот этой Миллер, которая все, собственно, раскрасила, и заявляет вообще несусветное. Значит, это уже он чиновник, это не просто там муж, это прям, простите, глава аппарата Белого дома, на секундочку. Значит, официальная позиция правительства США заключается в том, что Гренландия должна быть частью США. Это не военная акция против Гренландии, никто не будет воевать за Гренландию, там 30 тысяч человек. Настоящий вопрос заключается в том, каким правом Дания заявляет контроль над Гренландией. Ты кто такой? Датчанин, пошел вон. Соединенные Штаты — это сила НАТО. Чтобы США обеспечили безопасность, защитили НАТО и его интересы, Гренландия должна быть частью США. Все, сказал, как отрезал. И все серьезно уже как бы переполошились вокруг этого вопроса, потому что, давайте так, понятно, что на Совбезе вчера там Небензя выступил, Китай очень жестко выступил, мы вернемся, когда поговорим о судьбе Мадуро, но общий фон, ну, все проглотили. Ну, по большому счету, все проглотили. Хексет куражится, говорит, где там ваше российское ПВО? Вот, мол, смотрите. Куражится откровенно, ерунду говорит. Никто не стрелял, потому что никто не стрелял. ПВО там было, не было, так оно остается. То есть, понимаете, произошел момент, конечно, вот этого внутреннего подкупа, предательства 100%. Есть даже эксклюзивные версии, что Мадуро даже, в принципе, в курсе, да, ну, как бы он так взял бы и ушел. Ну, условно, да, это что? Янукович? Нет. Его там будут судить, потом амнистируют. Он же вышел на суде, сказал, я военнопленный. Поэтому дальнейшая логическая цепочка, юридическая, да, там этот суд, который может идти там долгими годами. Ну, короче, Трамп его выпустит, и нужно будет потепление условное там с Китаем или как. Он выпустит Мадуро, отправит в Китай. Китай готов принять. Говорит, мы обеспечим безопасность, и жена, и Мадуро, и так далее. Но вернемся к Гренландии. Ну, вот эта реакция никакая, да, на грубейшее нарушение международного права и, по сути, беспредел. Теперь дамокловым мечом висит над гренландцами или там над датчанами даже. Я не знаю, там, что там Гренландия, там по-разному опросы, ну, вы помните, да, давали, что кто-то там за, кто-то против, там в какой-то кафешке они фотографировались, Венс туда ездил, вот это вот все.
Что вы думаете насчет заявлений Соединенных Штатов, что Гренландия должна быть частью Америки? Я думаю, что вполне вероятно до конца года это действительно произойдет в том или одном другом виде, официально либо неофициально. Да, знаете, по сути, там местное население 30 с чем-то или меньше 50 тысяч однозначно, оно практически соизмеримо с количеством американских гражданинов и американских войск, которые расположены в других краях той же самой Гренландии. То есть, соотнеся одно к другому, ну, Гренландия, американское административное присутствие там, мягко говоря, кратно больше, если не на порядок больше, чем датское. Дания в свое время для того, чтобы как-то их приручить, ну, скажем так, сделать их своими, там достаточно большой тяжелый грех был на датское королевство, потому что они стерилизовали местных женщин, причем тайком, не специально их уведомляя, для того, чтобы, грубо говоря, ассимилировать и сокращать количество населения, коротко говоря, занимались, причем это было 70-е годы и 20 века, это не было пару-тройку веков назад, достаточно недавно это было, и после этого, как это вскрылось, они стали субсидировать, и они стали выкупать по преференциальным ценам абсолютно все то, что Гренландия там производит, она производит в первую очередь, конечно, рыбу, там, что другого там она будет производить, но для того, чтобы поддержать и субсидировали, и выкупали, и были таким экономическим опорным оплотом, можно так сказать. А сейчас, если Америка решена этим заняться, они совершенно спокойно могут переплюнуть в этой, скажем так, финансовой опорой и гарантировать скупку всего местного, могут в зубы дать абсолютно каждому местному жителю там по 100 тысяч баксов или по пару даже домиков, а не только по одному, и они очень быстро проголосуют 50 плюс процентов на любой референдум, который американская администрация аккуратненько сверхдемократически демократическим образом устроить там без никакого военного насилия, без грубости, без даже того сценария, который мы наблюдали там в Венесуэле. Ничего подобного там не нужно. Вопрос в том, в чем ценность вот этой Гренландии. А ценность Гренландии это не в том размере, который смотрится на наших картах. Все наши карты показывают Гренландию, скажем так, с большим математическим искажением, потому что я видел, как если ее перенести действительно не так высоко, потому что шарик, оптические там иллюзии и прочее, перенести она по количеству территорий, на территории Европы, если ее наложить, она сразу становится в несколько раз меньше. Чисто оптически, я имею в виду. То есть, настоящие размеры, которые мы видим на картах, они не такие большие. Но ценность в другом. Во-первых, там есть лед достаточно много. 2,5 километра – это шапка. А Америка сейчас развивает не просто дата-центры, не просто шестой технологический уклад, не просто нанотехнологии, не просто квантовые компьютеры, а все остальное, что требует определенного типа мощного охлаждения максимально естественным образом, в противном случае энергозатраты и так они уже титанические. Как решает эти свои вопросы Китай? Китай решает эти свои вопросы в Тибете, потому что Тибет тоже 5000 метров и выше естественная высота, соответственно, там холод достаточный для того, чтобы располагать туда эти дата-центры, пользоваться естественным охлаждением с минимальными энергетическими затратами. В Америке такого места нет, ну, разве что в Аляске. Аляска это уже неудобно. И Аляска уже их. А Гренландия нужна для того, чтобы увеличить количество, скажем так, арктического доступа к арктическому шельфу, раз. И, во-вторых, там есть и другие вкуснятины, которые Гренландия просто нужна. Доктрина Дон Ро, не Монро, а Дон Ро, говорит, все западное полушарие между этими двумя океанами, называя их Атлантическим и Тихим, это наше в одном или в другом виде. И чем больше, тем лучше. И даже обязательно, чтобы это было наше. И все, которые сорвались с цепи, либо там распоясались за эти там пару-тройку десятков лет, ну там 90-е, нулевые, после нулевых годов, мы сейчас приведем в порядок. Ровно так же, как мы наводили порядок. Так, а в какой порядок? Подождите, вот это хорошо, что вы объяснили, а давайте теперь о порядке поговорим. 18 месяцев Трамп отводит на налаживание ситуации в Венесуэле. Назначает команду. В самой Венесуэле вот эта исполняющая обязанности Родригес, она обнимает и целует посла Китая, посла Соединенных Штатов. Вам вообще не кажется, что это все какой-то глобальный договорняк? Ну как так можно? Значит, ты несколько часов тому встречаешься с представителем Китая по Латинской Америке, у вас там хорошая задушевная беседа, потом тебя просто
ну, просто воруют, украли тебя в спортивном Похищают буквально. в костюме спортивном Nike, который сейчас стал бестселлером на фоне этой, вот тоже показатель общества мирового, да? Все там выходят в этом костюмчике теперь, футболисты Майорки, ну там другие люди фотографируются, смотрите, у меня есть такой костюмчик, взлетает в цене, становится дефицитом. Тоже об отношении, да, к тому, что происходит. Общество потребления постмодерна переросло в какую-то, ну просто дичь какую-то творят. И какой порядок теперь готовят для Венесуэлы? Значит, Трамп говорит, вся нефть Венесуэлы теперь наша. Значит, мы вот Шеврону отдадим. Смысл, план в чем? Это он рассказывал в интервью вчера, ну или там сегодня ночью. Говорит, значит, там надо много денег для того, чтобы все наладить в этой Венесуэле. Эти деньги заплатят нефтяные компании, мы им компенсируем с выручки. Ну, собственно, вот такой вот и бизнес. Ну, вот так вот и будет. А что венесуэльцы? О, мы все любим венесуэльцев. Венесуэльский народ должен быть свободным. Ну, то есть, понимаете, венесуэльский народ плюнули, растоптали, сохранили плюс-минус какой-то режим, преемственность и так далее. Ну, это, конечно, такой щелчок по носу знатный. Но сказали, вы тут ни при чем. Вы тут ни при чем, это мы воюем с ними. И забираем все ресурсы. Ну, то есть, пожалуйста, теперь это наше. Какой порядок вообще несет Трамп? Вот этим вопросом не задавался никто. То есть гренландцы сейчас, ну, думающие люди, там, датчане, гренландцы и европейцы, к которым мы перейдем немножко позже, да, они смотрят, хорошо, ну так, а какой ты собрался делать цветущий сад из Венесуэлы? Сколько месяцев назад уже подписан мир в Газе? Где там стройки, где там небоскребы, где там вот эти фотографии с Илоном Маском, который пиарил, что там будет новая ривьера, там будут марины, небоскребы, красота, благоденствие. Нет этого всего. И перспектива того, что это будет какая-то, ну, очень уж отдаленная. Получается, ну, все банально и просто. Ты берешь, сбиваешь главу государства, представляешь дуло к виску новому главе государства. Вот тоже, там же тоже целая история. Вот эта исполняющая обязанности, она летала в Катар для переговоров с американцами. Она там, ну, собственно, через нее наверняка, да, вот слили Мадуро. То есть никто не сопротивлялся. Показали каких-то убитых охранников, но это, ну, там немного людей. Хексит, который кричит, что ПВО не работало, так оно поэтому и не работало, потому что это все было договорено, подкуплено, решено, что система останется, сохранится, просто Мадуро уберут, но вы будете делать то, что мы вам скажем. Вот и все. И получается, что, ну, то есть, какой порядок несет Америка в Венесуэлу и какой пример она может показать условной там Гренландии или другим странам вот этого западного полушария? Показательный. Показательный для того, чтобы они врубили заднюю в нужный момент, для того, чтобы, ну, с ними не делали то же самое. Ну, давайте здесь, поскольку вы много акцентов здесь сделали, если будет слишком долго, вы меня, пожалуйста, прервите, потому что у меня набирается. Мой брат был как раз именно в 2002 году, несколько лет он был там, ну, в 2002 год, когда Уго Чавес украли ровно таким же образом и держали 72 часа на острове, который был там рядом с Венесуэлой, и заставляли его подписать какое-то письмо, что типа я ухожу, ну, было непонятно, уходит он из жизни, либо из поста, то есть 72 часа он в Венесуэле был вообще-то такая невесомость политическая, все бурлило, неизвестно как и что было, и спасла ситуация, еще раз, Уго Чавеса, не Мадуро, но я аналогию сейчас сделаю, потому что 72 часа почти прошло. Спасло его то, что один из охранников, поскольку он был бывший десантник, а сам Уго Чавес тоже десантник, дал ему мобилу буквально на 5 минут. Уго Чавес сразу позвонил команданте Фиделю в Кубе, он тогда все еще был живым, и рассказал, в чем, собственно, дело, и
После этого сразу кубинцы сделали так, чтобы весь венесуэльский народ уже не обмануть, что они действительно похитили, не то, что человек ушел и так далее. Коротко говоря, в рамках 72 часа его вернули, он продолжил править. Это, кстати, на второй год правления тогда это было, как будто ни в чем не бывало. В его время как раз Делси Родригес, кстати, я не так сильно уверен, что там есть договорняк. Вернее, уверен, что, скорее всего, договорняк был на уровне армии, на уровне министра обороны Владимира Падрину Лопес, потому что действительно системы не отвечали. У них более 300 систем ПЗРК, у них более 200 ЗУ-23-2, это моя материальная часть. У них, не помню сколько там, под 140 «Шилка», который тоже для этих там вертолетов «Апачи» и «Чинук», «Чинук» это с двумя там винтами, которые самое то как раз оружие, особенно когда они летали над Каракасом. Каракас очень маленький город, по площади он сравним с Москвой. Ну, я не знаю, с Киевом, наверное, 1,5-2 раза больше по площади, как минимум. Соответственно, Делси Родригес, она, когда ей было 7 лет, на глазах у нее и у ее брата похитили ее отца, коммунист тогда человек был, и именно американцы сбросили его, опять же, у них на глазах они это видели, потому что это транслировалось с вертолета с высотой, чтобы он разбился. То есть убили их отца у них на глазах. Делси Родригес просто так не возьмешь. Кстати, кликуха, если можно так грубенько сказать, у нее тигрица. Почему? Потому что она единственная, не то что женщина, а вообще человек, который говорил с Уго Чавесом на «ты», которая смело перебивала его тогда, когда считала, что он не прав в чем-то, не просто так придираться именно, и он с ней побаивался вообще-то спорить, особенно прилюдно, потому что не всегда у него это хорошо получалось. И даже ему пришлось один раз отстранить ее от должности, потому что она в какой-то там дипломатической миссии в Москве сказала: ты что не заткнешься вообще-то, ты слишком много болтаешь. Ну, что-то такое было, после чего ее отстранили. Мадуро, когда пришел к власти, обратился к Делси Родригес, потому что она имеет действительно огромный титанический удельный вес популярности среди простых, обычных венесуэльцев, а их, естественно, большинство. Соответственно, чтобы женщина, которую отца убили на глазах, так легко вообще-то продала, я в этом, честно говоря, не верю. Она это опровергала. Марко Рубио пытался, грубо говоря, подставить ее и сказать, что я как с ней говорил, она сказала, что готова на сотрудничество, но из уст самой Делси Родригес никакие подобные слова, ни о каком сотрудничестве с американцами я не видел и не слышал. Мы второй, даже третий день с братом, поздно ночью, потому что разница в дистанции по времени, он вообще-то смотрит на эти латиноамериканские каналы, Телесур в первую очередь. Телесур это означает южный, южноамериканский имеется в виду, телевидение Южной Америки, где очень разные люди, не только из Венесуэлы, и из другие там аналитики, очень подробно все это обсуждают. Невероятно интересно, познавательно. Рассказывать не буду, потому что вы несколько вопросов там задали. То есть картина далеко не та, которая нам сейчас малюют, что договорничок, все простенько, все как обычно, и все очень быстро наладится. Очень сильно не уверен, что очень быстро наладится. Марко Рубио это тот еще и янычар, потому что он наследник, вернее, первое поколение кубинских мигрантов, которые и против Кубы, и против Венесуэлы, и против всех остальных латиноамериканских стран. И он хочет быть таким губернатором, генерал-губернатором всего этого, региона, что ли. Для начала, почему бы и нет Венесуэлы. То, что они попытаются сейчас иметь дело с Делси Родригес, это однозначно, потому что она при должности, потому что вице-президент становится президентом ИО, тогда, когда президент приведен в невозможности выполнять свои президентские полномочия. Однако, почему они вшили вот такие, мягко говоря, абсурдные, не очень умные, вообще лживые обвинения и Мадуру, и его жене, и там остальным там фигурантам, которые есть в списке Памела Бонди, то есть главный прокурор Соединенных Штатов Америки. Потому что Трамп провел вот эту акцию, не согласовав даже военной комиссии обороны и Конгресса, что является обязательным актом президента. Он даже не поставил их в известности. Не то, что согласование, чтобы там они голосовали, что это будет делаться. Он в известности их не поставил. И даже республиканские, естественно, и демократические конгрессмены и
сенаторы и стали задавать вопрос, слушайте, а что за правное основание? Единственный случай, когда президент может распоряжаться вооруженными силами страны без согласования с комиссией Конгресса по вооруженным силам, это тогда, когда есть прямая угроза Соединенных Штатов Америки, и в рамках 30 дней после применения этих вооруженных сил он должен отчитаться и обосновать юридически свои действия за то, что он сделал. И когда сейчас они говорят, что Мадуро имел какие-то пулеметы, которые был намерен использовать против Соединенных Штатов Америки. Бред, конечно. Юридически как раз именно это и нужно. Мадуро готовил людей, которые должны были нападать на Соединенные Штаты Америки. И еще раз бред, конечно. Но именно это ему нужно из-за этих юридических особенностей. Поэтому там с обвинениями не то, что сшито белыми нитками, там ничего верного нет. Даже по поводу этого трафика запрещенной фармацевтической продукции, если любой ребенок, я надеюсь, любознательность не иссякла и у нынешнего поколения, посмотрите на Google карты, вы должны понимать, где производится и где растет это растение. Оттуда эта продукция, она идет либо морем через Тихий океан, либо сухопутным образом, то бишь Колумбия, Панама, Мезоамерика, Мексика и дальше внутри. Именно поэтому там есть самые мощнейшие наркокартели, которые являются, скажем так, титанической экономической и военной силой в Мексике. Там они оперируют триллионами. И президенты, они вынуждены считаться с ними, потому что у них ни экономических, ни военных сил в Мексике, я имею в виду, не хватает с этим справиться. А говорить о том, что этим занималась Венесуэла, это означает, что кто-то пошел этим путем, потом развернулся обратно в сторону Венесуэлы боком справа. Что там делать, непонятно. Там даже если захочешь, это не посадишь и не сделаешь. И потом оттуда ты каким-то образом что-то этим занимаешься. Это, конечно, тоже бред. Но это просто, поскольку входит в списки террористической деятельности, направленной против Соединенных Штатов Америки, это угроза национальной безопасности. По крайней мере, так они пытаются это притянуть за уши, чтобы это обосновать. Именно поэтому такой характер и тип обвинения против Мадуро. Хотели бы они действительно их взять? Просто можно вызвать сразу директора ЦРУ, любого, что нынешнего, что прошлого, что 15, 20, 30, 50 лет назад, когда они стали этим заниматься, любой такую базу выдаст, что они придут, возьмут все за жабры, и тогда все дела, и тогда все да. Они зачем приходили в Афганистан? Ой, советская угроза, ужас, какой-то мы демократию. И что получилось? В первый год продукция опиумного мака возросла в 9 раз, не в 9%, в 9 раз первый год, а потом по нарастающей. Все остальные промышленности, там производство и все остальное в Афганистане заглушили, уничтожили, запретили, только этим и занимались, потому что так они этим борются. Они борются монополизировать этим процессом, они борются против факта наличия вот этих запрещенных фармацевтических субстанций. Поэтому что будет с Венесуэлой? Я думаю, что после этого первого, чисто с военно-технической точки зрения, блестящего, скажем так, момента, их ждет уже действительно встреча с действительностью. И, кстати, они получили эту встречу с действительностью, потому что Трамп соврал. Он сказал, у нас потерь нет, ни одного солдата убиенного, ни одного американского гражданина не пострадало. Это вранье. Знаете, кто дал бой? Когда все это произошло, как раз на эти телеканалы и телесури показывали, не только говорили, в первые сутки более 90 человек поступило в больницах Каракаса, одного только Каракаса, раненые и убитые. Кто это такие 90 плюс, которые сейчас растут? А это 32 убиенных кубинца, плюс остальная личная гвардия самого Мадуро, которые действительно дали бой. То есть министр обороны Зу не работает, Бук не работает, Чилка не работает, Панцирь не работает, Печора не работает, ПЗРК не работает. Кстати, по вертолетам стреляли. Из автомата Калашникова повредили пару вертолетов и ранили часть содержимого вот этих вертолетов, потому что действительно на уровне армии был полный саботаж. Потому что Владимир Падрину Лопес, на мой взгляд, безусловно, в этом деле действительно там входит. И, кстати, он не входит в списки обвинительном акте Памела Бонди, который был опубликован. И есть список Памела Бонди, который прикреплен, который уже опубликован. Кого за что мы обвиняем? Обвиняем Мадуро, обвиняем его супругу, обвиняем его сына, ее сына, обвиняем Диосдаду Кабелю, которого им не удалось захватить, обвиняем еще одного человека, забыл сложное такое имя, но там, кстати, нету именно Владимира Падрину Лопес, то есть министра обороны там нет. Хотя это человек времен Уго Чавеса, это действительно должен был быть как-то надежным человеком, но армия вообще не сработала.
а сработала личная охрана Николаса Мадуро. Кто это личная охрана? Это 32 кубинца погибли. И еще несколько десятков, под 40 с чем-то, других венесуэльских, которые бы... Слушайте, Александр, я в разных чудесах могу поверить. Я много боевиков видел, я много чего там смотрел. Я и в армию служил. Я прекрасно понимаю, что если со стороны кубинских и венесуэльских, скажем так, охраны Мадуро в военной базе погибло под 90 человек, 32 кубинца плюс остальные, они не могут не убить, они просто ранить минимум 10-20 американских этих самых Делта-форсов. Делта-форс – это Делта-форс, когда они с обычными боевиками имеют дело. Но Делта-форс, когда речь идет о боях, скажем так, на уровне городского боя, в рамках сграды, где там этаж, помещение, там твое техническое оснащение, твои отжимания, твоя спортивная форма уже не так уж принципиально играет. Там не может быть соотношение потерь 0 к 90. Такого быть не может. Понятно. Так а что хочет, чего хочет, что за новый порядок в Венесуэле? Вот опять-таки мы видим, что военное положение, мобилизация была объявлена, Wall Street Journal вчера написала. Ну так, погодите, ну, получается, что тут какая-то странная история. Очень много параллелей, кстати, с Украиной, да, сразу же там... Да. Так есть. Сразу написали там о том, что вот бы Зеленского украли, да, вот бы там еще, и Зеленский как-то невнятно Может, ответил. это предстоит? После дроновой атаки, может, и это предстоит? Кто знает. Ну, то есть какая-то такая странная ситуация, давайте честно. Все как-то комментируют, проводят параллели, ситуация абсолютно не похожа, понятно, но давайте тоже так. Какой порядок несут американцы в Венесуэлу? Ну, опять-таки, вы приводили параллели с Афганистаном. Ну что, лучше жить стало в Афганистане? Да нет, понимаете? Ну, вот какие-то... Да, сейчас гуляют разная инфографика о том, что... Ну, тут тоже две инфографики. По одной инфографике, смотрите, Венесуэла до Уго Чавеса, ох, как много нефти добывала, а потом, когда социализм врубили, вот это вот все, да, то есть идеологическое, потом раз и падение резкое, почти в 2 раза, чуть-чуть там при Мадуро выросла добыча нефти. Но есть другая статистика. Последние годы Венесуэла растет по количеству населения. Ну, вот этим сейчас очень мало стран могут похвастаться, да, потому что как бы растет количество населения, люди рожают, люди живут, понятно, там не бог весть какая экономика, потому что такие порядки, цены, все дела, но тем не менее, вот парадокс, да, вроде как бедные считаются страны, а как бы население растет. Что для Венесуэлы несет Трамп? Получается, как и для Украины, военное положение, непонятно насколько, год-полтора, а там, гляньте, как Зеленский же ему показал пример. То есть, давай, ты исполняющий обязанности, ты и рули, но тебе расскажет Хексет, Миллер и Рубио, что делать. Ну, то есть это фактически такая прокси-оккупация получилась, да? Но, насколько я так понимаю, что вот эти деньги, о которых говорил Трамп, вкладывать там, но они точно не венесуэльскому народу. Это просто опять параллель с Украиной, ну такая ресурсная сделка, понимаете, навязанная вот таким актом, противоправным актом беспредела в отношении Мадуро, бывшего водителя автобуса, который стал преемником Уго Чавеса. Знаете, я понимаю, что на сегодняшний день немножко как-то не принято говорить об идеологиях, и тем более о социализме, капитализме и других этих вещах. Это выглядит, вернее, для несведущих людей это звучит как пропаганда, идеология, там, анахронизмом и так далее. Я это прекрасно понимаю. Однако сам Трамп лично говорил, что ему нужно, причем в прошлой его каденции, расправиться с этими последними 3 островками социализма, которые он называл коммунизмом, хотя там коммунизма нет, а социализма есть. Это была Никарагуа, Куба и Венесуэла. И как раз именно еще на прошлой каденции он собирался и грозился, я имею в виду, которая закончилась с правлением Байдена, грозился расправиться с Венесуэлой. Марко Рубио тогда был сенатором, и он действительно этим занимался, и действительно постоянно, ну, коротко говоря, звучали в этих сводках. Что сейчас интересно? Интересно то, что в отличие от Уго Чавес,
Николас Мадуро пустил обратно американские компании, в первую очередь, конечно, Chevron, потому что Chevron были на территории Венесуэлы 70 с чем-то лет назад, уже точно не скажу, но они действительно занимались и добычей, и разведкой, и оборудованием, и платформами. То есть они были первопроходцами, и Мадуро обратно после того, как Чавес национализировал 76 год, по-моему, значит, за 20 с чем-то лет до Чавеса была национализирована вся эта нефтяная отрасль в Венесуэле. Чавес запретил американским компаниям, Мадуро их пустил обратно, и американские компании, в том числе и Chevron, стали нормально обратно извлекать вот эту нефть и продавать. Однако Мадуро заставлял их платить определенный объем, там, то ли концессий, то ли социальные выплаты, которые шли на социальные нужды населения. И таким образом экономический рост Венесуэлы за 2025 год составил 18%, а за последний квартал, даже не за последний квартал, за декабрь 2025 года был 8%. То есть это рост немыслимый для Евросоюза, для Америки, для России, для кого угодно, как угодно, где угодно. То есть когда там инфляция, безусловно, есть. Инфляция, однако, была дикая. Но последние несколько лет Мадуро более-менее разобрался с ней, и она сейчас на уровне Турции. То есть сказать, что в Турции инфляции нет, есть, конечно. Сказать, что эта инфляция губит, уничтожает и вообще-то разрушает турецкую экономику, и народ сейчас поднимет на виллу Эрдогана, бред, конечно. То есть там инфляция сравнима действительно с турецкой. Была, по крайней мере, неделю назад, до того, как все это произошло. То есть иметь такой пример, что, видите ли, социалисты правят таким образом, пускают американские компании, облагают их определенными, скажем так, поборами для того, чтобы стране было нормально. Chevron, кстати, не пикал, Chevron не жаловался. Chevron нормально себе работал, но Трампу это не нужно. Ему нужен район Эсекибо, вернее, не ему. Клубу триллионеров это нужно, потому что это стратегия. И, во-вторых, кроме Chevron, недавно, несколько месяцев назад, BlackRock купили и ExxonMobil, и Chevron. А когда BlackRock нужен не только нефть. Там им нужно сильно другое, сильно больше. Когда нужно BlackRock, тогда да. Пламен, китайские представители заявляют, там и вчера были заявления, и сегодня тоже, в общем, о том, что отпустите Мадуро, в общем, ни одна страна не может свои законы, свое законодательство ставить выше международного права. Слушайте, ну и понятно, там, да, я уже упоминал, что Россия осудила на Совбезе, и опять-таки, да, то есть не могут не поддержать союзники по НАТО, но у них другая проблема, это с Гренландией. Сейчас премьер-министр Дании, да, и вообще датчане... Мette Фредериксен ее зовут, да. Ну вот, знаете, вот как бы тоже такой рок, да, вот она сблизилась с Зеленским, и сейчас такие проблемы имеет у себя. Ну вот так, так получилось, да, сблизилась, называется, с Зеленским, вот тебе, на тебе, пожалуйста. Они вообще заявляют, датчане, что НАТО может распасться. НАТО распадется, если что-то предпримет США против Гренландии. Но у меня другой вопрос. Понятно, сейчас про Европу поговорим отдельно. Сегодня там коалиция желающих собирается, тоже американцы присутствуют. Будем перебрасывать мостик в Украину. Но меня интересует, вот Китай заявляет, а почему страны БРИКС, там ШОС, почему вот эти недовольные и апеллирующие к уставу ООН, к международному праву страны, осудившие действия США по поводу Мадуро, не соберутся и не введут санкции против Соединенных Штатов Америки? Ну вот санкции. Или там, да, ну, помните, да, вот была же там история о том, что будет своя коалиция желающих, которые будут помогать Мадуро удержаться. Это же долго чехарда шла, достаточно, да, там пару месяцев вокруг Мадуро тучи сгущались. Но коалицию не создали и санкции не ввели. На самом деле, единственная страна в мире, которая на моем веку, причем даже в 2025 году я действительно видел, что накладывала какие-то санкции против США, это был Китай. Это было относительно недавно, это был в последний квартал по поводу этих там редкоземов и других там технологий, которые, раз Америка с нами так, то мы с Америкой именно так. И они действительно наложили санкции. В конкретном случае
Китай, можно сказать, самый пострадавший от того, что сделали Соединенные Штаты Америки сейчас в Венесуэле, потому что 80% продукции Венесуэлы, нефтяной продукции, вывозилось именно китайскими танкерами. И все эти 3 или 4 танкера, которые за декабрь пиратским образом США арестовали, а потом просто конфисковали, это были как раз именно китайские танкера. То есть Китай зол, однако они злы по-китайски. Они защищать, бороться и выступать за Мадуру не будут. Они высказали свою позицию, и ровно в тот же самый день Трамп в этой час 49 минут большую пресс-конференцию, которую он сделал, где ответил и расписал, что он собирается сделать. Потом, конечно, была другая, но я имею в виду 3 числа, когда для нас это было поздно ночью, а для них это было 7 часов второй половины дня. Ну, не суть. Он сказал, когда журналисты задали ему вопрос по поводу Китая, а что с Китаем, он сказал, Китай будут довольны, мы будем с ними делиться вот этой венесуэльской нефтью. То есть, если Китаю сказано, ваши, ну, если не 80%, но все равно достаточно много будет, как разведаем, тоже с вами будем делиться, Китай возникать, выступать и защищать Мадуру активно, кроме как вербально, не будут. То есть это такая чисто китайская позиция. В нашем, скажем так, мире, в нашем светоощущении это подло, это лицемерно. Ну, какой ты союзник, на что твои там ЧВК, которые были там достаточно не маленькие, достаточно неплохо упакованы, которые тоже ничего не делали. На территории Венесуэлы и Каракаса, когда происходило все это, были венесуэльские вооруженные силы, мы их обсудили, были российские ЧВК, не хуже Вагнера, роснефтовские, Роснефть там 15 лет уже как занимается и разведкой, и добычей, и экспортом, и вооружениями, и многим другим. Кстати, Венесуэла второй по списку по размеру должников России, которые долги Россия, естественно, больше не увидит. Третье количество – это китайские. Четвертое – это были турецкие. 18 кораблей, мы, по-моему, даже обсуждали, месяц с небольшим назад. Они отправляли 4,5 тысячи штыков вместе с остальными там персоналом этих кораблей. Это на 6,5 тысячи и того набегало для того, чтобы охранять и защищать свои танкера, свою добычу и свое добро, потому что Турция тоже там закупалась вот этой венесуэльской нефтью. Никто из этих вооруженных сил, кроме как кубинцы, личная охрана Мадуро, в бой не вступили, не пострадали, не погибали и не убивали американцев. Трамп еще раз врет. Поэтому Трамп сейчас, естественно, на мой взгляд, пытается устроить мир, где мы получим все за ничего, примерно таким образом, как они получают золото в Болгарии. Они золото в Болгарии вроде бы официально получают концессионным образом, платят 1,5% концессии, которые нет даже в африканских странах, нигде в мире нет. Обычно это 30-40%, здесь это 1,5%, причем 1,5% они платят не от того количества, которое мы проверяем, и мы удостоверяем, и мы контролируем, что они действительно добывают, а от того количества, которое они сами скажут. Сказали, что было столько, потому что они земляную массу вообще-то выгребают, и потом в Намибию ее очищают там составами, поездами, и потом кораблями и так далее. И все. То есть ничего. Буквально не. Именно этим они там сейчас собираются заниматься. Потому что, еще раз, нефть, золото, алмазы, всего хорошего, плюс всего фармацевтически сверхценного, эндемического, который там растет, плюс район Эсикибу 32 из 38 редкоземов, которые уже имеют стратегическое значение для военно-промышленного комплекса BlackRock, который занимается компанией Raytheon, который занимается компанией Boeing, который занимается Northrop Grumman, который занимается авиационными, космическими, там, спутниковыми и другими там технологиями. Для всего этого добра им нужны вот эти редкоземы, которые есть в очень немногих местах мира. И 80% из этих мест контролирует Китай. Они вышибли Китай, они не вышибли просто венесуэльское руководство сейчас отсюда. Они вышибли Китай, потому что квартал назад Венесуэла присоединила район Эсикибу. На всех нынешних картах, даже Google картах или там специализированных картах, в том числе и военных картах, вы увидите, что Венесуэла не имеет старой границы, а уже другим цветом выделен район Эсикибу, то есть это уже не Гаяна. Все. Да, Пламен, смотрите, тут очень важный аспект. Многие, ну вот, вспоминают Жириновского, говорят, что Венесуэлу как бы Россия обменяет на Украину, и много параллелей таких, что теперь Китай, да, обиду которого вы описали, ну или как обиду, в общем, посмотрим.
договорняк, не договорняк с Америкой. В общем, что Китай может запросто вторгнуться на Тайвань. Даже вчера был какой-то удалец, молодец, неизвестный аккаунт, Каспер какой-то, поставил $37 тысяч до конца года, что Китай вторгнется на Тайвань. Получит, ну, около там $250 000, если победит. Ну, или там, может, даже больше. Посмотрим. И все как-то так переполошились, неизвестно. Было уже такие какие-то моменты, были. То есть знающие люди заходят, кладут какие-то вменяемые, ну, такие деньги, а забирают очень большие барыши с этого полимаркет, на который все ориентируются. Как вам думается, есть ли геополитический обмен, условно, Венесуэлу на Украину и на Тайвань? Я думаю, нет, потому что у Трампа нет необходимости, чтобы такое было. То есть Россия не может ему помешать забрать в Венесуэле все то, что ему нужно. По той простой причине, что заметьте, какова реакция российского МИДа. То есть по дипломатическому протоколу сразу после этого Путин должен был бы персонально позвонить Делси Родригес и выразить там поддержку. Мы там сопереживаем, мы сделаем все возможное, мы постараемся, грубо говоря, обменять Мадуру на какие-то другие американские узники совести, которые у нас в наших тюрьмах там томятся. По статусу так должно было быть. Если не Путин, то должен был бы кто-то по специальному поручению Путина, потому что Путин где-то, президент где-то как-то в невозможности сейчас позвонить, но от имени президента какой-то по статусу. На крайняк должен был позвонить Делси Родригес, ну, министр иностранных дел, и выразить. Лавров вышел, сказал кое-что, Делси Родригес не звонил. Кстати, скобку любопытную, в Телесур сказали, что того же самого 3 числа Делси Родригес была где? Не в Венесуэле, а в Москве. И все эти выступления, которые мы смотрим, это, скорее всего, из венесуэльского посольства в Москве. То есть они были там рядом, могли бы физически даже с ней встретиться, физически даже с ней сфоткаться актом, жестом поддержки. У вас похитили президента, это безобразие, это так быть не должно, мы вас поддержим, и такого быть не должно. Хотя бы вот так. А нет. Смотрите, как аккуратно, сдержанно. Иначе Маша Захарова за слово в карман не лезет. Она такая любит поговорить, причем цепко и метко, что называется. А в конкретном случае ничего. Ну да, неприятно. Ну как-то даже неприлично. Ну, с кем не бывает, что называется. Ну, посмотрим, что будет. Евросоюз, та же самая такая непонятная реакция. Мы призываем всех воздержаться и не эскалировать. Ну, что за призывы? Вы кого призываете? Меня больше всего, честно говоря, это было такое сатирическое и сардоническое удовольствие послушать Кир Стармер. Это было как уж на вообще-то. Я должен поговорить с Трампом. Что значит ты должен поговорить с Трампом? У тебя тебе дать телефон Трампа, ты не знаешь телефон Трампа, ты не можешь с ним поговорить. Вам переводчик нужен, что ли? Разные языки, что ли? Я должен поговорить с Трампом, чтобы понять, что произошло. И это он говорит первый, и второй, и даже третий день после этого. Он должен поговорить с Трампом, но он не может поговорить с Трампом. Почему такое? Трамп трубку не берет, что ли? Или обратно потом? Нет, кликает. Ну, это вообще-то эфемерное такое, феерическое, что называется. Ну да, они тоже ведь, британцы тоже не знали по линии разведки, что готовят американцы. Он стал оправдываться, что это не мы, это не британцы. Как будто кто-то их обвиняет. Ну, слушайте, феерическое. Я думаю, что Голливуд, Бродвей и другие театральные, скажем так, монстры, они завидуют, они нервно курят бамбук. То, что политики устраивают в виде реалити-шоу с таким эмоциональными, сатирическими, драматическими и комическим накалом, ну, им еще, не знаю, там, с паузы по Станиславскому надо переписывать, и как-то по-другому это уже надо изучать. Хорошо. То есть, ну, а вы бы поставили деньги, что Тайвань вторгнется, Китай на Тайвань вторгнется в этом году? Скорее всего, я бы не ставил деньги, что это не произойдет, потому что действительно Трамп сделал мощнейшую подсказку. Я уверен, что Китай не вторгнется вот этой грубиянской, плохо рассчитанной, плохо подготовленной, кровавой, ужасной силой, как это сделала Российская Федерация против Украины 24 февраля 2022 году. То, что руководство Украины, мягко говоря, напрашивалось долгие годы на что-то неприятное, тяжелое и военное,
Это да, но так, как это сделала Россия, это еще не знаю, не буду обсуждать. По-моему, все и так понятно. Китайцы сделают по-китайски. Китай сделают, если что-то будут делать, они действительно постараются экстрактнуть, потому что американцы говорят, это операция extraction, то бишь извлечение. А похищение они называют извлечением, как будто больной зуб выдернули, понимаете ли, и все дела. Так вот, китайцы, если будут, они будут extraction делать именно то ли президента, то ли премьер-министр, то ли максимум пару-тройку персон. Да, это будет именно такая десантная, а не гурбианская акция, чтобы бомбить, чтобы атаковать, чтобы десантировать, чтобы вступать в сражение с регулярной тайванской армией. На это они не пойдут. Если они что-то будут делать силовое, то это будет именно в таких сверхограниченных, акупунктурных, скажем так, сценариях, которые будут иметь в целях достижения. Даже, скорее всего, никто шуметь об этом не будет. По возможности они сделают это так тихо, как в некоторых китайских боевиках, где это происходит, динамически, тихо. Шумихи на улице нет, машины гуляют, ничего там другого не случается. Ваш ответ понятен и к самому вкусному и важному. Так от чего ждать от коалиции желающих? Вот сегодня опять лидеры приедут, да, встретятся к ним, Кушнер и Витков присоединится от американской стороны. Но вот вы понимаете, там программа целая, в общем, что они должны обсудить, вовсю уже говорят, войска будут в Украине. То есть вы понимаете, что вот эта история, которая произошла сейчас, которую вот мы обсуждали весь эфир, она полностью перечеркнула вообще вероятность любых войск на территории Украины. Абсолютно любых. Она полностью перечеркнула вообще характер взаимоотношений вот этой коалиции желающей с американцами, которая, без которых продолжение войны невозможно. Даже за деньги коалиции желающих, программы ПУРЛ и всех этих других программ. Получается очень странный парадокс. С одной стороны, миром и не пахнет, и мира не будет, да? Тем более, что американцы запустили вот такую вот историю с Мадуро. А с другой стороны, еще более явственно проявляется бесперспективность продолжения войны при поддержке Британии, Франции, коалиции желающих. Да? Бесперспективность. У Германии там сейчас ужас, что пришло по поводу ВВП, экономически, там подбили год, 25-й ушедший, и посмотрели, что ой-ой-ой, это все, там производство, конкурентность, экспортная конкурентность не падала так никогда. В Германии уровень конкурентоспособности немецких товаров на мировом рынке. Подоспела эта статистика, только там, не знаю, там в какие-то годы проигранной Второй мировой немцами, только вот сопоставимо с этими показателями. Там хотя бы план Маршалл был, а это, скорее всего, Ваймарская республика. Вот, после то есть, смотрите, какой можно прогноз ввиду вот этого геополитического шторма и воспаления полушарий Трампа, западного полушария Трампа, какой можно прогноз сделать про перспективы мирного урегулирования в Украине и что несет эта встреча сегодня в Париже? Главное препятствие к достижению мирного соглашения по поводу Украины – это не коалиция желающих, а это стержень коалиции желающих, а именно левый берег Темзы, то бишь Лондонград. Да, коалиции желающих к этому, естественно, применяются. Они же софигуранты в этом столетнем договоре, которые так и не показали, особенно с этими там секретными там прибамбасиками, которые туда применяются. Но мне кажется, что Трамп сейчас действительно сделает что-то такое, что, как вы правильно только что сказали, если не прекратят, то сильно ослабят возможность ввода войск, либо осуществить какие-то военные действия в обозримых несколько месяцев, больше 6 месяцев. Почему? Потому что мы обсуждали с вами Гренландию. Почему Гренландия болезненная штука для Дании? Потому что таким образом Дания, являясь в составе коалиции желающих, таким образом, естественно, патологическая доминанта внимания перемещается в сторону Гренландии. Какая нам Украина, когда у нас Гренландию, черт возьми, забирают? И НАТО это уже... Что такое НАТО? НАТО это НАТО оборонительный союз, где одни военные союзники НАТО военно оккупируют другие, либо у них территории. Что здесь непонятного, что здесь нового. Мало того,
Не знаю, в ваших передачах с вашими гостями вы это обсуждали или нет, но дней 10 назад, то есть последняя декада декабря 2025 года, всплыла такая достаточно интересная, замечательная, ну, то ли новость, то ли анонс о том, что есть канадская провинция Алберта, которая собирается проводить референдум по поводу отделения от Канады. Главный город Эдмонтон, но самый главный по размеру и по значению. Эдмонтон – это административная просто столица. А так это Калгари. Почему? Потому что Алберта для Канады – это то, что Техас для Америки. То есть это главный штат-донор, главный нефтедобычный и газодобывный штат, который кормит и наполняет бюджет практически всей Канады, за исключением, но все остальные провинции, они дотационные, за исключением, наверное, провинция Квебек. Ну, Она такой тоже... канадский Донбасс. Да, да. И там есть еще одна. Есть провинция Атабаск. Да, Атабаска, по-моему. Там в этих песках есть тоже битумный сложный сланцевый нефть. Можно сказать, почти в сухом состоянии. А он на поверхности, в отличие от венесуэльского, который глубоко, он на поверхности. Там тоже нужны сложные определенные там технологии и прочий расход энергии, коротко говоря, себестоимость для его извлечения. Но это вопрос времени. Кстати, это соседние провинции Алберта и Атабаско. И они находятся в центре Канады. То есть, если одна из них отчалит, то это будет такая большая зубная и головная боль для левого берега Темзы и для всего Лондонграда, что вся остальная Канада – это уже вопрос времени. Либо Лондон будет ее содержать, либо она тоже проголосует очень быстренько и станет одним большим государством вместе со Соединенными Штатами Америки. А провинция Квебек запросто сделает себе референдум и станет Францией. Кстати, провинция Квебек будет более французской, чем нынешняя Франция, где более 40%, мягко говоря, не французы. Но это так, в скобках немножко таких антропологических, скажем так, особенностей, дабы не сказать что-то другое, более хлесткое. Так что вот эти две действия, которые наступили последние 2 недели, провинция Алберта, заявление, что сейчас Гренландию будем забирать, это, мягко говоря, очень сильно ослабит центр фокуса коалиции желающих, что сегодня в Париже, что в ближайшие дни, недели, где бы они ни собирались и что бы они ни планировали делать, они уже не могут фокусироваться на эту Украину. Потому что то, что они ожидали от этого 100-летнего договора от Украины и от США, но если им Алберта хотят забрать, либо Гренландию уже забирают практически на ходу, что называется, ну, слушайте, давайте сначала спасем или там договоримся, а потом вернемся к этой теме Украины. Поэтому для них Украина ослабляет в качестве доминанты внимания процентов на 80-90 на долгие месяцы, я думаю. И как раз именно поэтому мы стучимся к тем же самым прогнозам, что до конца марта прекращение огня должно быть, и к апрелю уже все будет по-другому. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего голосования. Так уж получилось, мы много сегодня говорили, ну, чуть меньше поговорили, конечно, о коалиции желающих и Зеленском, да, у Зеленского там очень серьезные перестановки, перетасовки, ну, возможно, вы спросите в чате трансляции, тоже уделим этому время. Кто следующий у Трампа после Венесуэлы? 14% Колумбия, 21% Иран, 32% Гренландия и 33 никто. Обделается и Мадуро все-таки отпустит. То есть очень скептически. Ну, или Гренландия, или обделается, понимаете? То есть по Ирану там вопросы, в общем. Ну, может, вот что как бы волнует такие итоги у нас сегодняшнего нашего опроса. Спасибо большое, что проголосовали. Что скажете, Пламен? Если это будет то, что мне хочется, то есть то, что вы сказали, 4-й ответ, то это смертный политический приговор для Трампа, и может быть не только политический, его на праймерис или около праймерис, наверное, будут уже не просто импичментом ему будут активировать, но в этом будут соучаствовать и представители не только республиканской партии, а бывшие маговцы. То есть он тогда вот хотя бы вот эту небольшую победу, если она закончится вот таким поражением, я даже не знаю, как он протянет до этих праймерис. Да, его сейчас не посадят, потому что, напоминаю на минуточку, он осужденный согласно американским законам. Правда, осужденным он был во время кандидат президентской кампании, то есть
американская Фемида вспомнит об этом обязательно после конца его каденции, если у него не будет general pardon, то бишь генеральное помилование следующим президентом, предположительно Джей Ди Венс, если это Джей Ди Венс. Если это будет какая-то Камала Деви Харрис, либо какая-то Хиллари Родом Клинтон, всякое может быть. Ну, смотрите, General вы вот об этих, ну, скажем так, демократы, ну, вот вышел же Стив Беннон, да, соратник Трампа в прошлом, и говорит: ребята, какая нахрен Венесуэла? Какие туда миллиарды вкладывать? Давайте Бруклин отремонтируем. Давайте там, не знаю, брусчатку, где надо, заменим, положим. Как железную дорогу как бы отреставрируем. Проблем же куча, дырок, куча внутри. Куда вы лезете? Какая нефть? Как венесуэльцы эти заботятся о них? А что они вообще заявляют? Ну так это же вроде как не демократ Беннон, да? Это же вроде как не с клана Обама, Клинтон. То есть там тоже... Главный идеолог. Там тоже такие, знаете, моменты. Давайте перейдем к вопросам. Сообщество YouTube, поехали. Значит, уточняет Ким, пользователь так себя назвал. Значит, добрый день, Александр Пламен. Вопрос гостю. Что все-таки будут делать страны Европы, если Гренландию таки заберут? Возможен ли распад НАТО или проглотит Европа, но НАТО сохранит? НАТО на самом деле не жилец. И об этом Пит Хексет дерзнул сказать публично тоже в последние декады декабря 2025 года, когда я делал свои пресс-обзоры еженедельные. Он об этом ясно сказал. Это не конспирология, это не ожидание, это не прогнозы. Это он сказал. И, правда, он сказал, что после 27 года, либо к 27-му, это вопрос особенностей перевода, ориентировочно 27 год, США не будут заниматься НАТО, не будут платить за НАТО, будут продавать НАТО только вот свое вооружение и будут верховодить НАТО на случай, если что-то от НАТО останется. Вот то, что будет, чем будет заниматься США. В переводе это означает, что НАТО, естественно, не будет. Если заберут Гренландию, НАТО формально, конечно, останется. Вонь будет страшная, визги, писки будут страшные, будут вонять сколько угодно, но если Трамп решил ее забрать, если у него есть уже и план, и механизм, и даты, и бюджеты, и ответственные люди, и количественно-качественные в срок планы, где, как и что сделать, значит, он это сделает. Я предположил только один из сценариев, другие сценарии, наверное, их тоже десятки, если не больше. Поэтому, если он решил ее забирать, он, скорее всего, ее заберет. Причем заберет ее в первые полгода вот этого нынешнего года, для того, чтобы чем больше актива к праймерис накопить, тем лучше. Гренландия легкая добыча. Ему нужны несколько по количеству, самые легкие добычи. Не знаю, правильно или неправильно он рассчитал, что первые, то ли по степени важности, то ли по степени легкости, это должна была быть Венесуэла. Это уже мы обсудили, поэтому повторять не буду. Гренландия вторая, следующая по списку. Поэтому, да, Метти Фредериксен может, конечно, быть недовольной, имеет право и основание, но я думаю, его величество, датского короля, если ему дадут в зубы пару-тройку буквально миллиардов, отступные, что называется, он будет даже немножко счастлив, что не придется ему содержать и субсидировать вот эту Гренландию. Да, количество населения небольшое, но расходы и головные боли много. Мгм. Так, следующий вопрос. Пишите в чат вопросы. Это сейчас сообщество. Кристина спрашивает. Доброе утро, всех с Рождеством. Вопрос гражданину страны ЕС. От такой же гражданки страны ЕС. Какие плюсы и минусы от вступления Болгарии в ЕС? Как там цены после введения евро? Вопрос с сарказмом, увы. Она совершенно права, кстати. А какие плюсы? Единственный, может быть, плюс был в том, хотя этот плюс был наличен и до того, как Болгария вступила в евро, но это было уже формализовано, что в результате тяжелой деиндустриализации Болгарии в Болгарии накопилось социальное напряжение и большое количество безработицы и свободных людей. И когда впихнули Болгарию в Евросоюз, эти свободные люди пошли искать себе заработок там, где предприятия все еще были сохранены, то бишь в этом же Европейском Союзе. И социальное напряжение, и вот эта безработица формально, ну именно таким образом, смягчилась и сократилась. Никаких других плюсов не было. Никто нас не встретил широкими объятиями, деиндустриализация как была, так она и была. И что случилось после того, как Болгарию запихнули в зону евро? Это сложно судить, потому что цены стали прыгать еще за год до этого. Последние пару-тройку месяцев это вообще галоп
карьер, можно сказать, для тех, которые умеют кататься на лошадях, понимают, что я имею в виду. И оказалась полная неготовность системы с этим разбираться. То есть это караул. Не можешь нормально купить то, что хочешь, если хочешь сделать это наличными. Где-то принимают, где-то не принимают, где-то сдачи тебе не могут дать. Ну, коротко говоря, бред бредятина тяжелейший. Но у нас есть шансы, юридические шансы до конца этого месяца. Если Люксембургский суд, который компетентен по поводу делам Европы, произнесет свой вердикт, что Болгария может оказаться первая страна, которую впихнули в зону евро, которая вышла из зоны евро, потому что фактура и документалистика и доказательства там такие, Так что... а в чем проблема? Подождите. Ну вот смотрите, ну, объявили заранее, все. Вот вообще, если честно, я немножко как бы... Ну вот, Болгария вступила в Евросоюз, да? Ну, вступила давно. Понятно, что рано или поздно там будет евро. Понятно, что... Непонятно. Нет, ну подождите, понятно, что, скажем так, лев, ну, просел, да, то есть, инфляция, бедность, но вроде ж как эта единая валюта наоборот должна была бы что-то уравнять, а там цены взлетели в разы. По поводу того, что сдачи нельзя дать, вы правильно сказали, то есть там, как это, 200-ки, 500-ки вообще не подходи, то есть, ну, потому что с курсом намахивают, сейчас вот такой период с 1 января. То есть почему? Ну, было же время к этому всему подготовиться, было время все юридически утрясти, а сейчас получается, ну, как бы вы и там другие люди, которые недовольны, говорят вообще, пошли вон со своим евро, вернем назад лев. Мы не сейчас это говорим, мы это говорим целый 2025 год. Была собрана подписка по поводу референдума в количестве 604 тысячи подписей при изыскуемых 400 тысяч, которые специально зарубили и не, ну, в нарушении всех законов и Конституции. Болгарский парламент даже не принял к рассмотрению и в повестку дня даже не вписал. Просто так, без объяснений. Объяснения американское или другие там посольства, неважно какие. Потом была собрана дополнительная подписка опять по поводу референдума с другими 8 вопросами, которые уже аккуратно были вылезаны, комар носу не поточит с юридической точки зрения, и собрали 300 плюс тысячи подписей при изыскуемых опять 200 тысяч. Она сейчас находится в Конституционном суде Болгарии, где состав изменился, и который тоже должен до конца января вынести свой вердикт и заставить болгарского парламента уже принять это к рассмотрению и провести этот референдум. То есть у нас есть, во-первых, президент, Конституционный суд и Люксембургский суд. Это 3 юридических инструмента, которые мы ожидаем, что до конца этого месяца как минимум один из них откликнется, либо выдаст какой-то результат. И по любому из этих направлений может получиться так в итоге, юридические основания полностью на нашей стороне, что мы окажемся первая страна, которая ввела евро, а потом вышла из этого Чем евро. плох евро, Пламен? Чем плох евро? А много чем. Начинаем с того, что наш болгарский лев – это находится в режиме currency board. Currency board означает, что это наше решение привязать его к какой-то другой валюте, и это наше право отвязать его, например, от евро, как это было 96-97 год, и привязать, допустим, к швейцарскому франку, либо к японской иене. Это наше решение, которое потом исчезает. Все эти решения переходят на уровне ЕЦБ. Это наше решение, когда мы имеем этот резерв, который обеспечивает вот этим currency board, который сейчас при входе в еврозону забирается Европейским центральным банком в размере 70 миллиардов евро. Ну, это все тогда понятно. Просто, ну, как бы, под видом ввода евро просто казну Болгарии побреют сразу поняли, на оставшиеся евро. Вот и все. То есть это все, как бы, драка идет за деньги, прежде всего. Ну, так... Я, конечно, из-за права принимать решений. Из-за права принимать решения. Все права всех решений, что внутренние, что монетарные, что экономические, что процент ставки банковские, все эти права пока что на территории Болгарии. Все это переходит в Франкфурт. Все, без исключений. Ну, вот в принципе и понятно, понимаете. На самом деле, вот, ну, все как бы доступно, ясно. То есть мы вам правила... а вы нам свои денежки. Ну, то есть, просто глупые какие-то болгары. Не то, что украинцы, понимаете? Ну, вот глупые. Украинцы, пожалуйста, там, да, давайте. У нас же тоже... Упоротые, болгары упоротые. Понимаете?
Это ж хорошо, когда за тебя принимают решения. У тебя нет никаких, скажем так, думай, к какой валюте привязать свою национальную валюту. Да ну, господи. А так тебе, смотрите, денежки, все, там, экономика, ну, там все решения принимаются там. Так, поехали дальше. Вопрос. Значит, два таких вопроса из чата трансляции, важные, я считаю. Значит, первый... просит Юрий, что будет с Украиной в 26 году, дать ваш прогноз. И Лилия как бы вдогонку более локально, что ждет Харьков конкретно. Что ждет Харьков? Я надеюсь, что, по крайней мере, после прекращения огня будет некоторая нормализация жизни в Харькове. Что ждет Украину многострадальную? Я уверен, что будет прекращение огня. Предположительно, в феврале, максимум до конца марта 2026 года, что называется, ждать осталось не так уж и много. Потому что это не вопрос просто ожиданий, а это скопление нескольких векторов событий, скажем так, процентов, значений и больших мировых процессов, в том числе и обсуждаемых военных, скажем так, доминант, которые будут занимать определенный ресурс внимания, в том числе и финансовое изнеможение, те, которые должны поддержать эту Украину. Кстати, 90 миллиардов какого-то репарационного кредита кто-то видел? Нет, потому что, по-моему, останется только одним обсуждением. Его тоже не будет. То есть, если к апрелю 2026 года бюджетный дефицит Украины будет в размере 71,5 миллиардов евро, это приводит к категорической решительной невозможности продолжить выполнять свои, ну, скажем так, рутинные обязательства, быть вообще-то госадминистрацией как таковой. И если Международный валютный фонд не даст, скорее всего не даст, они долго вообще-то обсуждают эти процедуры. Даже если что-то будут и давать, то это не этот объем. Они дадут 5, 7, 11, 12, 15 порциями, причем после долгие месяцы обсуждения. Коротко говоря, это уже никуда. Это означает, что даже солдаты не будут получать свои боевые. Что будет тогда и что будут делать эти солдаты, я не буду рассказывать. Я думаю, что каждый нормальный человек, даже не будучи солдатом, легко может догадаться, либо может позвонить солдату в окопе, у каждого есть там знакомая родня и прочее. Слушай, а если так оно будет, ты что, а? И он скажет. Причем таким цветистым образом он расскажет. Примерно подобные не очень хорошее положение в Российской Федерации, потому что бюджетный дефицит там тоже увеличивается. И согласно данной прошлой недели, то есть конца 2025 года, по данным Министерства финансов Российской Федерации, для восполнения вот этого бюджетного дефицита нужно идти на 2042 год, на случай, если это ухудшение сейчас прекратится. Оно не прекратилось, оно продолжает ухудшаться. То есть, мягко говоря, интересы к апрелю и у Российской Федерации, ну, не перебарщивать и не затягивать. Если не можешь получить больше, чем ты смог отвоевать, тоже, что называется, на столе. И, кроме того, еще раз напоминаю, что есть сроки, даны Дональдом Фредериковичем Трампом, а он к этим срокам относится бережно, агрессивно и неотступчиво. И, соответственно, если эти сроки будут нарушены, отключение Starlink или подключение санкций уже против не просто Роснефти и Лукойла, но даже против Газпрома и Новотек или другие такие, ну, оставшиеся 50% газу нефти добычи, вернее, наполнителей российского бюджета, пока что отключены под санкциями 50%. Причем дерогация для стран, у которых нет альтернативных источников, типа Венгрия, Болгария и Великобритании, до конца февраля 2026 года. После этого они тоже должны это отключить. То есть после февраля у Лукойла, у Роснефти, ну, мягко говоря, проблемы только приумножаются. Не то, что начинаются, а приумножаются. И, естественно, можно подключить и других больших фигурантов. Ему это абсолютно ничего не стоит, имея при этом, ну, по крайней мере, думая, что у него уже и венесуэльская нефть там имеется. Ну, предположительно, естественно. Так что к концу февраля, максимум к концу марта, прекращение огня должно быть, и должны быть приняты очень непопулярные решения, вплоть до, возможно, отставка действующего президента Украины. Вполне вероятно, и такое даже имеет место. Значит, Наталья интересуется в чате, говорит, что ну, никто не стрелял при спецоперации США. Это неправда. Стреляли и погибали. Все были куплены. Неужели до сих пор с такой коррупцией никого в Украине россияне не подкупили?
не подкупаются или в России денег просто столько нет? Ну, наверное, скорее всего, последнее, просто потому, что уже подкупать кого-то это не так просто, как раньше, потому что никакие банковские трансферты, Visa, MasterCard, либо любые другие свифты уже не работают. То есть нужно тащить чемоданы с деньгами и кому-то это вручать. В условиях фронта военных действий и любых других, скажем так, препятствий и приключений это не так уж и просто. Физически, в буквальном смысле этого слова. Во-вторых, время, когда можно и нужно было кого-то подкупать, было утрачено. Было потрачено 5 миллиардов евро, как его, Медведчуком, который гарантировал куму своему, что там уже все схвачено, все готово, что СМИ, что политики, что банковские структуры, что полицейские, что все остальное. То есть заезжай, будет как Крым, будет гладко, будет красиво, будет шикарно. Правда, получилось наоборот, потому что, очевидно, кто-то эти 5 миллиардов стырил. Почему 5 миллиардов? Потому что Хиллари Родом Клинтон нет. Виктория Нуланд похвастала, что мы потратили здесь за последние 15 лет 5 миллиардов долларов, когда начинался так называемый Майдан Незалежности. Она же приезжала, курировала, управляла, раздавала логистическую там, продовольственную поддержку оказывала. И она публично говорила, мы потратили здесь 5 миллиардов, и пора, чтобы эти деньги уже заработали, чтобы получилось то, за что мы их вложили. Услышав эти 5 миллиардов, Путин решил, что если он тоже потратит 5 миллиардов, все должно получиться. Получилось, только не то, что он надеялся. Поэтому сейчас подкупать вот такое руководство, я не знаю, как это, думаю, что осел, груженный золотом, уже через эти минные поля, через эти дромницы и всего остального, копыться до этой двери как-то не дойдут, не получится. С Венесуэлы еще раз, неправда, что никто не стрелял. Я видел кадры, опять же, на эти телесур, помимо тех, которые сейчас гуляют в нашей инфоблогосфере, где они даже более приближенные, то есть, имеется в виду там обычные жители Каракаса, которые были в отдаленности пару-тройку сотен метров буквально от этих вертолетов, они сверкали, потому что в них попадали пули от автомата Калашникова, либо другие, те, которые были на земле, их с удовольствием обстреливали. И еще раз, 90 человек не погибают из-за отсутствия сопротивления. 90 человек, 32 из которых кубинцы, погибают, когда они ведут смертный бой, когда они тоже много кого положили. Просто так не бывает, чудес не бывает. Но то, что армия не сработала, безусловно, вопросы к Владимиру Падрину Лопес. Безусловно. Значит, Пламен. Говорят, Россия договорилась с Америкой, чтобы отобрать у Китая венесуэльскую нефть, так как Китай уже достал Россию опускать цены на рынке и, соответственно, покупать у России дешевле. Какое ваше мнение по этому поводу? Я не разделяю это мнение просто по той простой причине, что Китай договаривался с Венесуэлой, а не с Россией по поводу венесуэльской нефти, и Китай забирал 80% венесуэльской нефти. 150 тысяч баррелей в сутки, кстати, забирали Соединенные Штаты Америки, 35 тысяч баррелей в сутки забирала Куба, Россия тоже забирала, не помню, там добрую 12-15% Роснефть, 80% забирал как раз именно Китай. Так что Китаю не о чем договариваться, когда речь идет именно о венесуэльской нефти. Роснефть добывала то, что им было выделено добывать, отгружали и получали. И все. Все договаривались с венесуэльским руководством. Не может Китай договариваться, либо Россия договариваться с Китаем насчет венесуэльской нефти. Это как-то, не знаю. Мне это кажется слишком противоестественно и нелогично. Вот так. Угу. Да, друзья, всем большое спасибо. Вот вы пишете и про Рождество, и поздравляете. И, это очень прекрасно, что как бы у нас такой чат. Спрашивают Наталья, откуда Пламен так прекрасно знает русский язык? В магазине по дешевке купил. Шучу. За левые или за евро? За социалистические. Кстати, откуда сейчас базу выдаю. Когда я еще в детском садике ходил, наша квартира в центре нашего Димитровграда, таких Димитровградов есть 3 в мире, в Сербии, в России и в Болгарии, наша квартира была ровно над русским книжным магазином, который был самый большой книжной магазин в нашем городе.
тетки, которые там работали, одна из них была русская тетя Люба, мы с ее сыном занимались вместе в самбо, именно самбо, а потом и в дзюдо, кстати. И в этом книжном магазине я с самого детства как выходил на улице, там детские книжки, они прямо у витрины, я туда заходил, как в библиотеке, как в читальне, как у себя дома, и с этими книжками вообще-то знакомился. И у нас дома минимум 2500 томов именно такой русской литературы еще с тех времен. Что Александр Дюма, что Джеймс Феннимор Купер, что все остальные, которые можете там догадаться. И когда я в школу пошел, ну, грубо говоря, я в пассивной форме уже нормально разбирался с русским языком. Ну и последнее, вернее, не последнее, а с 2000 по 2019 год, вернее, с 2019 по 2000 с 1999 по 2019 год, неполные 20 лет, я проживал и работал на территории большой России, Украины и бывшего Советского Союза, где мне пришлось, тем более, когда поженился и с детками дома разговаривал по-русски, но пришлось немножко его выучить. Вот так вот. Да, значит, друзья, всем большое спасибо за то, что сегодня присоединились к нашему прямому эфиру. Всех еще раз с наступающим Рождеством, всех с праздниками. И, ну, главное, конечно, это мир в душе, а за всем, что вот это вот происходит в мире. Конечно, мы следим и будем с удовольствием вам рассказывать. Подписывайтесь. Обидно, конечно, что так начинается год, но с другой-то стороны, если вот такое начало, может и... Ну, как-то конец делу венец. К 26-му может все и прекратиться, и как это устаканится. Помните, как говорили в поговорках? Перемелется, мука будет. Мука, а не другой белый порошок, Пламен. Не сахар, не сахар. Да. Так что, братья и сестры, товарищи, дамы, господа офицеры, господа не офицеры, друзья, не друзья, троллы, боты, вы тоже люди, мы о вас тоже не забываем. У меня абсолютно такое философское, дзен-буддистское отношение, терпение и даже доброе отношение к вам. Я понимаю, вам тоже нелегко. Выключите, пожалуйста, телевизоры, включите мозги, и все у вас приложится. Возьмите хорошую книгу, посмотрите хороший фильм, соберитесь с хорошими друзьями, с хорошими людьми, и все у вас приложится. Всего вам доброго, будьте с нами, продолжение следует. Друзья, берегите себя, добра и света. Увидимся.